Был обычный вечер в одном из дорогих ресторанов центра города. Интерьер заведения сиял роскошью: мраморные полы, хрустальные люстры, стеллажи с редкими винами и ровная, приглушенная музыка. Среди гостей того вечера выделялся один мужчина, Артем Сергеевич, успешный бизнесмен, миллионер, владелец нескольких компаний. Он часто заходил в этот ресторан и всегда требовал к себе особого отношения. Официантка по имени Лена работала здесь недавно. Молодая женщина, сдержанная и спокойная, с легкой улыбкой на лице. Она пришла на эту работу, чтобы оплатить учебу младшего брата и поддерживать больную мать. Ее дни проходили в постоянной усталости, но она не жаловалась и старалась делать свою работу хорошо. Когда Артем Сергеевич зашел в тот вечер, он был раздражен, не по его вине сорвалась крупная сделка. Все вокруг вызывало в нем раздражение, и, как это бывало не раз, гнев он решил выместить на персонале. Лена подошла к его столику, чтобы принять заказ, и с первых секунд почувствовала холодное презрение в его взгляде. Он нарочито указывал на блюдо, бросал замечания о ее внешнем виде, обвинял в медлительности, хотя заказ еще не поступил на кухню. А затем, уже не сдерживая себя, громко, так чтобы услышал весь зал, произнес: «Замолчи и просто работай. Ты здесь никто, официантка, а я тот, кто платит за ужин, который тебе и не снился». Некоторые посетители покраснели от стыда за него, другие отвели глаза. Лена же стояла молча. Не потому, что не могла ответить, а потому, что выбирала, стоит ли. Но через пару секунд, сдержанно и без злобы, она произнесла ровным тоном: «Да, вы платите за ужин, но не за право унижать. А я не никто. Я человек, который работает, чтобы кто-то другой мог выжить. И в отличие от вашего состояния, это не временно. Это выбор». В зале наступила тишина. Никто не осмелился ни шелохнуться. Артем Сергеевич, привыкший к тому, что на его резкость всегда реагируют страхом или угодливостью, не смог сразу ответить. Его губы дрогнули, но слов не нашлось. Он откинулся на спинку кресла, резко махнул рукой и больше не произнес ни слова за весь вечер. Лена ушла, выполнив заказ до конца, с тем же спокойным лицом. Но после этого случая ее стали замечать чаще. Кто-то из постоянных клиентов начал оставлять щедрые чаевые, управляющий повысил в должности. А одна женщина из гостей, впечатленная ее выдержкой, предложила ей стажировку в своей юридической фирме. Иногда, чтобы заставить замолчать даже самого богатого и влиятельного человека, не нужно кричать. Достаточно достоинства. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.